Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика, я думаю, весьма актуальна. Может быть, кому-то это будет полезно и интересно. Продиктована она тем, что мне недавно выпало видео, в котором она говорила о том, что сейчас многие, мне это не нравится слово, но она так сказала, вот, многие пожилые люди в России, они брошены в связи с тем, что множество людей уехало, соответственно, побросали своих родителей. Вот что-то в этом ключе, может быть, я недословно это говорю, да, но это видео, оно натолкнуло меня на мысль. И у нас тоже была такая ситуация в семье, и мы ее решили на данный момент. И я думаю, что у нас, во-первых, тоже есть родители, взрослые достаточно. И я думаю, что, может быть, наш опыт будет кому-то все-таки полезен. Я думаю, что мы поделимся своим опытом, своими размышлениями. Вы обязательно тоже пишите свои размышления, что вы думаете. Делитесь своим опытом. Ну, как обычно, не забывайте поддерживать наши видео лайками, писать свои комментарии, рекомендовать друзьям, подписываться, потому что видео начинает набирать обороты в этом случае и показываются большим людям, больше люди знают вообще о жизни в Испании. И, в частности, вот этот вопрос им будет более понятен, и, может быть, кому-то это поможет. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать про переезд. Тема переезда, она, наверное, для многих известна и актуальна. Могу сказать, что и мы в своей жизни переезжали. Могу сказать, что опыт переезда есть и у моей мамы, например. Ее в детстве, в 9 лет перевезли. Родилась она в Уфе. И так получилось, что родилась она в 40-м году. Она достаточно у меня взрослый человек. Вот, в 40-м году. И ее отца забрали в армию. И в августе 41-го он пропал. Ну, а фактически он погиб на войне, поэтому она осталась вот с мамой со своей, с моей бабушкой. Сколько-то лет они ждали, жили, надеялись. Ну, так получилось, что бабушка вышла вновь замуж через 9, по-моему, лет, да, и муж был из Ленинграда, муж увез ее в Ленинград вместе с моей мамой. Так что мама моя тоже переезжала по воле судьбы. Так уж получается в жизни иногда, что мы хотим или не хотим. Мы увозим детей, например, переезжаем по каким-то причинам. Кстати, наши причины мы уже рассказывали, я не буду здесь повторяться. Смотрите канал, кто впервые, почему мы уехали, зачем или от чего. Вот. Ну и у Леши тоже есть опыт переезда, его семьи замечательный, потому что я уже говорила, что родились они в городе с сестрой, в городе Кулиап, это Таджикская ССР, будучи этническими русскими, да, они там долго жили, их родители Лешины и его сестры Лены, родители учителя, они замечательные учителя, до сих пор им ученики еще пишут и передают приветы. И, Алексей сам расскажет об их переезде, он тоже был такой, может быть, немножко трагический, потому что это тоже вынужденные обстоятельства. Поэтому тема переездов, она есть, дорогие друзья, в жизни многих людей, и мы всегда все переезжаем по какой-то причине. Это не блажь, может быть, не желание стремиться к какой-то роскоши. Мы переезжаем, мы вновь начинаем все сначала, трудимся, заводим какие-то полезные и неполезные связи, учим язык, идем в автошколу, занимаемся бытом, учим своих детей. Вот. Прежде всего даем возможность своим детям делать то и жить так, и развиваться так, как они хотят, свободно, счастливо и получать образование. Причем мама моя, она поддерживала наш переезд, поэтому та проблема, которая у нас потом возникла, сейчас я вам о ней расскажу, и расскажу, соответственно, как мы ее решили. Сколь уж я задела переезд семьи Алексея с его родителями, с сестрой, они жили в Кулябе, у них был дом, у них был бассейн, сад, они преподавали, родители в школе, мама потом работала в вычислительном центре, то есть у них была устоявшаяся, хорошая, нормальная, счастливая жизнь, свои друзья, знакомые, на улице какие-то хорошие дружеские взаимоотношения. Пришли те времена, которые беспокойные такие для Таджикистана, кто знает историю, тут, или покопайтесь, те времена, когда у них уже было преддверие гражданской войны такой. И, конечно, русские люди, этнические русские, должны были оттуда уехать. Вот. И они уехали в Тамбов, бросив все, потеряв дом, потеряв всю ту
стабильную жизнь, которая была. То есть это тяжелый переезд, это стресс, это, понимаете, то есть такие моменты, когда человек вынужден уехать, просто вынужден для того, чтобы спасти своих детей. Вот это было сложно, я не хочу сейчас вот это все снова. Вот, поэтому есть причины к переезду, и вот это был переезд. Но если взять Алексея, он потом переехал из Тамбова через пару лет в Питер учиться, потом мы ездили в Иркутск на год, потом мы вернулись снова в Питер, работали и так далее. То есть я хочу сказать к тому, что переезды это бывают вынужденные. И тут уже не то, что вот кто-то кого-то бросает на произвол судьбы, а просто вот вывозят детей, едут по состоянию здоровья, там, лечить аллергию или что-то еще. Вот такие моменты тоже нужно учитывать, прежде чем осуждать других людей за их какие-то действия. Пользуясь случаем, передаю огромный привет своим родителям, своей сестре, ее семье, племянникам и так далее. И хочу сказать, что когда мы переезжали, ну вот уже когда мы пожили и поняли, что мы будем здесь жить, моя мама тоже сказала, что у каждого человека своя жизнь, одна жизнь, и вы должны ее прожить так, как вы хотите. А мы живем так, как нам хочется. Нам нравится жить в том месте, где мы живем. Нам нравится заниматься, чем мы занимаемся. Хотя я пытался перевести их в Питер, мы предлагали переехать и так далее. Но мы поняли, может быть, правильно поняли, что и своевременно, что в том месте, где они сейчас живут, они больше счастливы, они занимаются любимым делом. У них там есть все то, что они хотели достичь и сделать для себя, построить. Они построили дом, они сделали для себя там бани, сауны и так далее, все, что им хотели. Мама хотела заниматься своим выращиванием интересных культур. Кстати, она первая в Куляб завезла патиссоны, никто не знал, что это за фрукт. И выращивала, потому что у нас в Кулябе тоже был свой небольшой огородик, садик. У нас было очень много фруктов. У нас росли персики, абрикосы, гранаты, ну много всего. Плюс черешня. И вот сейчас в Тамбовской области я знаю, что отец посадил виноград, он выращивает. У них есть также черешня, ну, там какие-то абрикосы. То есть все, что они хотели получить и воспроизвести, и то, что у них было в Кулябе, они воспроизвели. То есть человеческий труд, и человек, если он хочет достигнуть какого-то труда, он это достигнет. И вот они сейчас живут, конечно, они создали все вот этот оазис вокруг себя, и, конечно, им это уже не бросить, это их жизнь. И поэтому мама говорит, что а вы живите, если вам нравится там, живите там, где вам нравится, и дайте свободу своим детям и возможность получать образование, учиться, развиваться в другой стране. А так как наши дети еще в том возрасте, когда у них все только начинается, соответственно, у них перспективы здесь огромные в этой стране. Так что, друзья, вот так. Далее, что меня еще задело в этом ролике, про который я сказала в начале, да, который я услышала на Ютубе, что вот типа того, якобы мы все уезжаем и бросаем своих родителей. То есть такое какое-то огульное обвинение, да, всех людей поголовно. Но я могу сказать, что родители бросают иногда и забывают не только те, которые уезжают в другую страну, но и те, которые живут в своей стране. И это не зависит от того, дорогие друзья, где вы живете, куда вы уезжаете. Любите, уважаете и помогаете ли вы своим родителям. Звоните вы каждый день или нет. То есть можно жить хоть на Марсе, но помните, любить и помогать. И общаться. А можно жить в одном городе на соседней улице и просто игнорировать, как-то не желать помогать, кричать, не звонить. То есть это не зависит от того, где мы находимся. Это внутри нас. И это зависит только лишь от нашего внутреннего восприятия, любви, воспитания, уважения. Вот это тоже я хотела донести. И вот меня задело очень этот ролик, поэтому мне хотелось именно вот такие свои рассуждения. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Думаю, что вы тоже выскажете свою точку зрения. Но думаю, что большинство людей, которые сюда переезжают, конечно же, они помнят, любят. Многие перевозят своих родителей, когда уезжают помоложе сами, ну и родители еще способны уехать. У них нет груза каких-то привязанностей, болезней или каких-то уже, ну, просто есть ситуации, когда человек не может уже переехать в другую страну. Мы бы рады, но, увы.
Теперь я хотела еще рассказать, что касательно нашего опыта конкретного, и поделиться с вами своими, так сказать, моментами, которые мы уже преодолели. И, может быть, кому-то это действительно будет полезно, потому что я знаю, что здесь живут люди, тоже мы с ними делились, и, в общем-то, они воспользовались нашим опытом и тоже говорят, что, в общем, ну, это решило во многом проблему. Дело в том, что когда мы переезжали уже взрослыми людьми, вывозили сюда, привозили своих сыновей учиться, и мама моя была за это, она одобряла это, конечно, скучала, но мы созванивались каждый день, мы и в Питере виделись регулярно, здесь мы звонили каждый день, даже по несколько раз в день, вот, с Лешиными родителями тоже созваниваемся всегда. И так получилось, что человек взрослеет, накапливаются какие-то болячки. Тут еще был ковид, мама заболела, и с ней случилось то, что она стала нуждаться уже в помощи, в посторонней помощи. Я не буду говорить конкретные какие-то диагнозы, то есть это не суть, это не важно. И вот у нее случилось то, что она стала нуждаться уже в уходе, в посторонней помощи. Но еще до этого вот моя знакомая мне рассказывала про то, как она нашла варианты ухода со своей мамой. И когда с нашей мамой это случилось, то есть наши замечательные знакомые, которых мы упоминали в прямом эфире, Наталья и Владимир из Питера, вот Наталья мне сказала варианты, что, оказывается, есть пансионаты для пожилых, государственные, частные, то есть это не те страшные дома престарелых, про которые я видела в детстве фильмы, а это действительно хорошие места, они очень часто бывают за городом. Также там есть просто помощницы для дома, можно просто приглашать домой, и они помогают что-то делать по хозяйству, гуляют, покупают продукты. Для этого нужно, в общем-то, оформить какие-то справки, размер пенсии, медицинские справки, оформить так называемую ИПСУ, сходить в некоторые организации. В общем, хлопотно достаточно, но есть такие варианты. И вот когда она мне все это рассказала, естественно, мы стали вот такие, поделилась телефоном полезным, к нам стала ходить уже помощница к маме, мы пригласили, мы, в общем-то, все это, ну, там нужны были какие-то платы, что-то мама сама рвалась в бой, платила, в общем, ну вот как-то совместно мы вот этот вопрос решали. Но потом уже эта ситуация все-таки развивалась, и нужно было, конечно, содержать уже не содержать помощницу, а делать так, чтобы маме было и не одиноко, и помощь была постоянная, и медицинская помощь, и присмотр, и уход, и кормление и так далее. И мы, в общем-то, опять-таки, спасибо Наталье, она нам рассказала, что есть вот частные пансионаты такие же в этих организациях, и мы воспользовались этим действительно моментом. Это достаточно приемлемый, хороший результат. Вот. И самое главное, что теперь я не буду все подробно рассказывать, вы можете поискать это все, и конкретные пансионаты я тоже не буду рекламировать. Все есть, это загуглить можно, то есть сейчас все есть. Но я могу точно сказать, что на данный момент, конечно же, маме там хорошо, она не чувствует себя одиноко, мы созваниваемся постоянно, там работают психологи, у них берут все анализы, они размещаются в уютных таких комнатах, их можно посещать. Мы заказываем иногда подарочки туда и всякие мелочевки, там, пледики и так далее. То есть мы всегда созваниваемся, у нее есть наши фотографии, она нас помнит, любит, ждет, мы приезжали, навещали. Но самое главное, что люди в таком возрасте, они не чувствуют себя одинокими, они всегда под медицинским контролем, уходом, они всегда накормлены, сыты, у них проводятся там культурные программы, концерты, с ними занимаются психологи. Они делают зарядку, во-первых, всякие танцульки, лепят, что-то рисуют. И когда мы с ней созванимся, она всегда в таком радостном настроении. Она говорит, что ей все очень хорошо, она там не одна, у нее есть какие-то друзья, подруги. Вот, поэтому это, дорогие друзья, для меня это был страшный вариант. Я думала, что это для меня будет предательство отдать маму в какой-то пансионат. И я говорила, что никогда в жизни, потому что у меня вот казалось, что это как дом престарелых, где вот их там как-то они недолго живут, плохо себя чувствуют, плачут. Но когда я в реальности увидела, что это загородный дом, там есть площадка для гуляния, сосны, какие-то мероприятия проходят, совершенно доброжелательные такие энтузиасты работают. Поэтому, конечно, вот это меня успокоило, и это стало таким самым оптимальным для нас вариантом.
Ну и самое главное по оплате, да, дорогие друзья. Некоторые скажут, что это очень дорого, что нужно быть миллионером. Но вы можете вообще в каждом варианте отдельном есть свои какие-то ценники, да, и размещения разные. Может быть, даже есть государственные варианты. В нашем случае это частный пансионат. И у нас уходит 75% пенсии маминой, ну, как нам сказали. И дальше вот в таком моменте она содержалась, то есть в таком моменте она там некоторое время проживала, достаточно такое приличное время. В некоторые, я знаю, пансионаты, вот как нам рассказывали уже люди, которые воспользовались нашим опытом, у них только 75% пенсии, остальное доплачивает государство. В нашем же случае нам еще сказали, что настал момент, когда нам надо с Алексеем было доплачивать за содержание мамы, то есть не полностью компенсирует государство в нашем случае, не полностью компенсирует пенсия. Поскольку мы живем дистанционно, я уже не стала там какие-то прояснения ситуации или там переводить куда-то в другое место, потому что мама уже привыкла. Хотя, наверное, это возможно. Вот, и к этому, собственно говоря, и наш канал, который я веду, и та монетизация, которая есть на этом канале, то есть и те донаты, и те спонсоры, если приходят на наш канал, то есть те финансы, конечно же, я вкладываю для того, чтобы помочь маме своей там находиться, получать медицинскую помощь, получать хорошие, ну, как я не знаю, даже хорошие эмоции, то есть быть в коллективе, быть в том месте, где ей действительно сейчас нравится. Вот, это, к слову, когда говорят, что зачем вы снимаете, вы там рекламу размещаете, у вас деньги капают, вы на этой рекламе наживаетесь. Наверное, дорогие друзья, когда мы что-то делаем, мы делаем это для чего-то. Когда мы уезжаем, мы едем от чего-то или к чему-то, да. Когда мы что-то делаем, мы делаем это для чего-то, у нас есть мотивация. Вот у меня мотивация – это помощь еще своей маме, да, вот таким образом. Ну, вы можете сказать, ты пойдешь работать, можешь идти там мыть полы или там еще что-то делать, готовить здесь, там убирать, в няньки идти. Да, но 5 лет у нас не было права на работы, поэтому мы не нарушали законодательство. Вот что могли, то могли. Есть, конечно, пассивный доход. Ну, вы знаете, что такое пассивный доход в Питере, аренда квартир, как она сама себя, в общем-то, и съедает, эта квартира, да, то есть что сдаешь, то и платишь за коммуналку, которая растет сейчас, вот, даже если не живешь в квартире. Поэтому как-то так, дорогие друзья. И это не значит, что это предательство наших родителей, да, вот такой вариант, как у нас. И мне было не разорваться, естественно, потому что здесь мой дом, здесь мои дети уже учатся, дети живут, здесь у нас жилье, там мы уже там распродали все давно машины, распродали все, что там нам было не нужно. Там у нас уже ничего нет работы. И мы уже давно здесь, мы резиденты и этой страны, этого королевства Испании. Поэтому возвращаться мы не собирались, тем более мама мне тоже говорила, нет, вы переехали, вы должны жить с семьей вместе, я справлюсь. Но вот такой вариант, который нас на данный момент всех, включая мою маму, устраивает. Вот что касательно родителей Алексея, тоже есть какие-то трудности у них, тоже есть у них какие-то моменты, но мы вот каждый день мы созваниваемся, есть, слава богу, средства связи. Там вокруг них есть очень много родственников, сестра его, сестра с детьми, у детей уже есть дети. Конечно, все могут помочь, но всегда мы находимся на связи, всегда. То есть я напоминаю Алексею, Алексей, позвони родителям, маме, папе, там, тарара. Вот, всегда. И приезжали они к нам раньше в гости, мы всегда общались. И звонки, конечно же, поскольку средства связи есть, я думаю, что тут уже и сделать какие-то маленькие подарочки, там, заказать какую-нибудь финтифлюшечку и прислать через интернет-магазин, это тоже можно всегда. Но опять скажу, что можно жить в соседних квартирах в одном доме и ругаться, и не общаться. Можно жить на большом расстоянии, но любить друг друга, уважать, общаться и вот эту теплоту чувствовать даже через экран телефона и так далее. И поддержку какую-то. В общем, вот ту самую мысль я хотела до вас донести, посмотрев видео, вот такой вот телеведущий, которая огульно обвиняла всех, что мы все вот такие предатели, своих родителей побросали и уехали. Конечно, мы очень переживаем и скучаем, и хотели бы видеть чаще и летать, но по независимым от нас причинам самолеты теперь летают через Стамбул. Это стоит дорого, и не разорваться так вот на две части, потому что здесь дети и наше сердце.
там родители, и тоже наша боль какая-то, переживание за них. Знаете, еще на один вопрос хочу ответить. Меня как-то сестра спросила, вот когда мы маме искали вариант пансионата, она спросила: а ты могла бы взять ее в Испанию? Наверное, ты бы не взяла бы ее. Я могу сказать, что мы могли бы это сделать, если бы сами уезжали бы значительно раньше и подготовив какую-то финансовую основу для этого, потому что это достаточно материально и затратно. Вот. И плюс к тому, если бы мама это в свое время тоже хотела, но у мамы была своя жизнь, соответственно, свои интересы, свои друзья, и в ее планы это не входило. Поэтому, конечно, мы бы, может, перевозили, как Алексей сказал, своих родителей, но у родителей своя жизнь. Вот. И именно эту мысль мы тоже хотели донести. Я думаю, что самое главное, что никто никого не бросает. И, в принципе, мы вот нашли оптимальный вариант. Им с вами и поделились. Дорогие друзья, у нас у каждого своя жизнь, у нас у каждого свой путь развития, свой путь в этом мире, можно сказать, да. И, конечно же, мы не должны предавать свою мечту, предавать свои какие-то свершения, развитие, да, если переезд в другую страну – это развитие, или это работа, или это еще что-то, то, в принципе, не надо, наверное, сидеть вокруг мамы и папы всю жизнь и, как сказать, проживать с ними их жизнь, да, и загубить свою, может быть, не реализоваться в этой жизни. А надо просто помочь, решить, найти вместе с другими родственниками, сестрами, братьями, не ругаясь, не споря, какие-то свои оптимальные варианты, такие, которые будут и вам оптимальны, и вашим близким тоже возможны, оптимальны. Может быть, это будет помощь по дому своим родителям, да, какая-то, если родители хотят жить дома. Потому что у нас есть вот знакомая Наталья, у которой мама живет в квартире и просто ухаживает за ней постоянно соответствующий персонал. То есть, либо это пансионат. Потому что люди ведь тоже, наши родители, разные. Есть общительные, есть более такие замкнутые, которые хотят дома у себя там с книжечкой на диване. Вот. Это все как бы ищутся варианты в зависимости от возможностей. И, насколько мне известно, есть различные федеральные программы. Вот это действует тоже с 2015 года, помощь пожилым людям, да, когда можно размещать, собрав определенные документы, даже в частных пансионатах, и государство оплачивает остальное, доплачивает помимо 75% пенсии. В нашем случае нам предложили вот такой вариант. У нас, еще раз повторюсь, был вариант перевести маму и не доплачивать там какие-то денежки, но мы посчитали, что это стресс, тем более, что нас там нет, перевозить ее больше некому, вот. Поэтому вот как-то так. Еще хотела сказать, что если у вас такая возникает ситуация, дорогие друзья, с вашими родителями, например, пожилыми родственниками, тетями, да, не ругайтесь в своей семье, находите общий язык какой-то, не надо перекладывать друг на дружку, тем более делить какие-то деньги, искать какие-то там, не знаю, что там, где-то подковерные бои вести. Старайтесь договариваться. Но если так получается, что договариваться сложно, тогда придется брать все в свои руки, решать эту проблему. Но ни в коем случае не бросайте своих родителей, родственников, потому что мы когда-нибудь станем такими же старенькими. Вот. И сейчас, так как мы показываем своим детям, как надо относиться к своим родителям, то так это все может бумерангом вернуться и к нам. Так что нужно помнить об этом и нести добро в мир, 21 век. И вообще это обычные нормальные человеческие отношения. Люди должны быть чуточку добрее хотя бы вот вокруг своего сообщества, в семье и так далее. А вам я желаю, друзья, как всегда, оптимизма, здоровья, хорошего настроения и самое главное, чтобы у вас была гармония внутри вас, в семье, в вашем окружении. Живите дружно, счастливо. Увидимся вновь на нашем канале. Всем удачи, добра и позитива. Адьос, амигос. Пока-пока.